Здорово, чуваки! Вы смотрите кальянный блог по башке, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас на обзоре два кальяна от компании Коза Ностра, поэтому садись поудобней, мы начинаем, поехали! Прямо вот сейчас, прямо вот здесь мы разыграем один кальян в максимальной комплектации. То есть это чашка, колба, щипцы, коллаут, все прочее. Поэтому, чуваки, здесь мы разыгрываем на ютубе один кальян. И один кальян мы разыгрываем в моем инстаграме. Поэтому, опять же, ссылочка будет в описании. Переходим, подписываемся и участвуем. Потому что как только выходит этот ролик на ютубе, сразу выходит розыгрыш и в инстаграме. Поэтому поехали. В общем и целом, кальяны Коза Ностра приходят вот в такой вот обычной крафтовой, ничем такой непримечательной коробке. Упаковано все, в принципе, хорошо, ничего не болтается, ничего не елозит, поэтому при транспортировке у вас ничего не поцарапается. Примером, блюдце было обклеено пленкой. Здоровенный логотип Коза Ностра. Тут такой вот батя наш Аль Капоне. Почта, Инстаграм. Почему-то нету сайта. Нету сайта, но я, в принципе, ссылочку оставлю в описании. Город Новочебоксарск. Вот там и производятся кальяны. Но я не вижу смысла никакого обращать большое внимание на эту коробку и долго о ней рассказывать. То есть, по сути, кальян Joy, это кальян-палка Joy 2.0 версии у меня. Она приходит вот в такой коробке. Кальян Карла. Это новая модель, немножко обновленная модель от ребят с Коза Ностра. Она также приходит в этой коробке. И давайте вот потихонечку, помаленечку разбирать кальяны Коза Ностра. И давайте, наверное, начнем с палки. И самое главное, достанем сначала колбу. Поставим колбу, чтобы у нас уже все было готово. И начнем, наверное, с основания. Основание выполнено из полиацеталя, тяжелое, увесистое. Видно, что внутри нету никакой пустоты. Есть порт под шланг, есть клапан продувки. Он также впрессован внутрь, и шарики никуда не денутся у вас при этом. Но добраться ли до них можно или нельзя, до этого шарика, до одного? Он, между прочим, такой большой увесистый шарик, пластиковый. И продувается кальян очень и очень хорошо. Единственное замечание, наверное, то, что нижняя погружная часть шахты у нас, она несъемная. Поэтому ее никак мы не открутим. С одной стороны это плюс, с другой стороны это такой маленький минус. Наверное, хотелось бы, чтобы твой кальян разбирался полностью и целиком. Но не суть важно. Чем меньше мы раскручиваем деталей, тем меньше риска их износа. Короче, то есть тем меньше ваши детали подвергаются износу. В принципе, по основанию все выполнено хорошо. И докапываться до этого я не вижу никакого смысла. То есть вообще, что бы я сегодня ни говорил об этих кальянах, докапываться я вообще не вижу никакого смысла. Потому что это одни из самых бюджетных кальянов, которые существуют вообще на нашем рынке. Это прям мега бюджетно. Верхняя часть шахты. Ничего сверхъестественного. Внутри виднеется шов. Такой прям очень и очень хороший шов. Закручивается верхняя часть шахты у нас прям в основание, но не в полиацеталь. Это тоже большой плюс. Потому что даже крутые большие бренды, в которых кальяны стоят 10 плюс там, тысяч рублей, верхняя и нижняя часть шахты вкручивается в полиацеталь, в сам полиацеталь. И это как бы очень и очень такая, нужно бережно относиться к этим кальянам, потому что можно сорвать резьбу и все прочее. Здесь же все вкручивается прямо в нержавейку, то есть впрессован металл, в него вкручивается верхняя часть шахты. Поэтому это круто, это классно, вот, молодцы прям. Имеется стопорное кольцо, которое откручивается, закручивается. Это сделано для того, чтобы наше блюдце держалось. Блюдце, которое идет у нас в комплекте. Блюдце такое стоит и на Карла, и на Joy. То есть блюдце у кальянов одинаковые. Имеется вот такая ребристость для того, чтобы ваши угли не тухли во время того, как они будут стоять на вашем блюдце. Но именно к вот этому блюдцу, которое у меня стояло на Joy, у меня есть небольшая претензия. Потому что не дошлифовали, не дополировали. Слишком острые грани. Вот прям реально, ребята, слишком острые грани. И с одной стороны, тут у меня есть такие насечки, можно, в принципе, даже поцарапаться. Поцарапать пальцы и все прочее. Внутри, где сделано отверстие под шахту, тоже острые грани тоже не дополировали до конца. Вот это вот минусок, такой косячок прям. Коннектор под чашку.
Коннектор под чашку, в принципе, хорошей формы, толстый. Тоже виднеется очень такой массивный шов. Я надеюсь, это все вот эта спайка или как это, или сварка. Я надеюсь, что с ним ничего не произойдет. Шланг идет такой вот обычный, просто дубовый силиконовый шланг. Ничего сверхъестественного, но опять же, когда мы коснемся цены, все нам станет ясно. Мундштук. Мундштук тоже вот самый простой, просто обычная труба, без ничего такого сверхъестественного. Нержавейка, да, ничего с ним не произойдет, то есть это долговечно, это надежно, но это самая обычная труба. В принципе, это удобно, курить через него нет никаких проблем, все нормально, все шикарно, но хотелось бы, наверное, получить какой-то мундштук покруче. Так что, чуваки, давайте, я сейчас раскуриваю чашку. Собираю кальян Карла, рассказываю вам о нем, потом касаемся комплектаций, что можно наворотить, что можно сделать, пройдемся по ценам и как бы я дам свой финальный вердикт. Ну и вот, чуваки, вы сами наблюдали, как этот кальян курится. Все, в принципе, курится нормально. Что можно сказать о палке в 2021 году? По-прежнему палки актуальны, это очень хорошие кальяны, но сейчас немножко не об этом. Кальян Карла, это обновленная моделька, вроде ребята его уже выпускали. Также у нас основание идет из полиацеталя, другой немножко формы, он немножко отличается от этой формы, тут уже более такие прямые, хорошие линии. Также погружная часть шахты у нас не откручивается, и это опять же для кого-то плюс, для кого-то минус, но в принципе, ну и пофиг. Чем меньше откручиваемых элементов, тем меньше риска повредить ваши какие-то детали, в принципе, повредить ваш кальян. Это самое-самое главное. Также впрессован, по-моему, впрессован, потому что я не смог снять вот эту вот заглушку, которая идет на клапан продувки. Имеется съемный диффузор, он на притирке просто вставил, просто снял. В принципе, ничего не сифонит, ничего не вылазит. Ничего не отваливается, можете курить смело, можете курить спокойно, ничего с этим у вас не произойдет, так что можете не переживать. Кстати, на Joy сейчас диффузор реализован точно так же, и это хорошо, то есть вы можете курить на диффузорной тяге, можете курить на бездиффузорной тяге. Также, чуваки, не сказал в Joy по поводу коннектора под шланг. Он идет у нас на о-ринге, то есть два о-ринга, точно так же это все реализовано на Карла. То есть, грубо говоря, мы вот вставляем нашу погружную часть шахты. Это один и тот же кальян, потому что длина погружной шахты у нас одинаковая, диаметр ее одинаковый. Это просто взяли, немножко укоротили верхнюю палку, добавили на нее накладку и получили новый кальян. Новый кальян, который выглядит, кстати, неплохо. Потому что, вообще, во-первых, это вот надежность этих кальянов, потому что полиацеталь это лучший пластик, короче, самый лучший пластик в мире пластика. То есть это то же самое, грубо говоря, что нержавейка среди металлов. Все детали остальные выполнены из нержавейки, то есть все детали, которые соприкасаются с водой, то есть блюдца, коннекторы, погружная часть шахты, верхняя часть шахты, все выполнено у нас из нержавейки. Но вот есть немножко такой небольшой геморрой вот именно с вот этой накладкой, потому что она разбирается. Если ее разобрать, это будет та же кальян-палка. То есть ничего такого сверхъестественного, ничего такого интересного вы не получите, если его, конечно, разобрать. Но эта накладка геморрой составляет такой, что ты типа ее, когда закручиваешь, нужно вот эти все резьбы, это все надо подгонять. Нужно строго подгонять, чтобы у вас все шикарно закручивалось. Накладка у нас выполнена также нержавейка и полиацеталь. Поэтому, когда мы собираем этот кальян, закручиваем вот верхнюю часть шахты, и также мы вкручиваем ее в металл, мы не вкручиваем это в полиацеталь, это сразу для меня тоже плюс, максимальный плюс, потому что, опять же, долговечность, надежность всех материалов. Блюдце точно такое же, как на Joy. Коннектор под чашку точно такой же, как на Joy. Шланг в комплекте точно такой же, как на Joy. Мундштук точно такой же, как на Joy. Но этот кальян уже выглядит не так дешево, не так бюджетно, как обычная палка. Потому что это, грубо говоря, мини-кальян, который можно поставить на нормальную, полноценную, большую колбу. Сверху он мини, снизу он остался прежним Joy'ем.
Ну и вот, пришло время поговорить о цене. Давайте начнем с модели Carlo. То есть у нас есть несколько вариантов сборки этих кальянов. То есть есть Cosa Nostra Carlo базовый набор. Что у нас входит в комплектацию? Шахта, блюдце, диффузор из полиацеталя, мундштук из нержавеющей стали, комплект уплотнителей по чашу и колбу, шланг. Все это добро именно сейчас у ребят на сайте обойдется вам 2450 рублей. Это со скидкой. Так, в принципе, этот комплект стоит 3500. 3500 он стоит в такой комплектации, как я назвал, и это совсем недорого. В 2021 году за полноценный кальян, уже типа не кальян-палка, уже с накладками декоративными из полиацеталя и нержавейки, это все вам обойдется 2450 рублей. Это с очень хорошей скидкой. То есть за эти бабосики можно просто приобретать смело, даже не жалея денег. Полная комплектация, в которую входит помимо всего капля, колба, чашка, щипцы и коллаут. И эта комплектация обойдется вам 3535 рублей. Без скидки. Со скидкой 5050 рублей. Ну, блин, это даже за 5050 рублей это вполне разумные деньги. Это вполне гуманно, когда ты получаешь комплект кальяна в полном сборе. В полном максимальном сборе, что тебе не стоит заморачиваться. Вообще не нужно заморачиваться. То есть, чтобы вы понимали, это 304 нержавейка. Погружная часть шахты 15 мм, верхняя часть шахты 13 мм, это внутренний диаметр, то есть это легкая, хорошая тяга для любителей, прям вот легких. Для начинающих вообще этот кальян просто идеально подходит, потому что цена максимально крутая, максимально сочная цена, и за такие бабки, чуваки, можно простить этим кальянам абсолютно все. Давайте приступим к модели Cosa Nostra Joy 2.0. То есть у нас также есть базовый комплект по очень сочной цене. То есть получается у нас шахта, блюдце, диффузор из полиацеталя, мундштук из нержавеющей стали, комплект уплотнителей по чашу и колбу и шланг. Вот как вы думаете, чуваки, как вы вот думаете, сколько это все может стоить по акции, без скидки? То есть без скидки вот этот комплект, который я вам назвал, стоит 2400. Вот просто 2400. Сейчас вы переходите на сайт, к примерам, и покупаете 1680 рублей. 680 рублей за этот кальян. Это просто подарок. За кальян-палку это просто подарок. И как я говорил, это самые дешевые кальян-палки, которые есть сейчас у нас на Руси. Поэтому вот просто стоит к нему приглядеться, стоит его рассмотреть, как тоже какой-то походный вариант или кальян там... второй, третий, там, не знаю, если вы коллекционируете кальяны, в принципе, почему бы нет. Полный комплект, тоже чашка, шланг, мундштук, капля, колба, щипцы, коллаут, все прочее, обойдутся вам 2765 рублей со скидками. То есть сейчас проходит акция, то есть 3950 это цена без скидки за полный комплект, и это тоже очень и очень хорошо. Молодцы, чуваки просто молодцы. Вот сделали максимально бюджетные кальяны. Вот это, я понимаю, заявка на максимально бюджетные кальяны. И как бы я бы не хотел бы придраться к этим кальянам, я просто вот не вижу смысла. Да, тут у одного, вот, к примерам, вот мне кажется, что вот у них немного кривоватые блюдца. Это мне не нравится. Полиацеталь очень быстро царапается. Это касается вот в первую очередь модели Carlo, потому что этот кальян вначале такой симпатичный, прикольный, потом он через некоторое время, через пару недель, через месяц, он, если вы будете его активно использовать где-то на выездных своих мероприятиях, этот кальян уже будет такой весь поцарапанный, уже не будет иметь такой первозданный вид. Как бы по поводу металла скажу тоже, что металл очень быстро этот царапается. Отполировано в принципе хорошо, но он царапается очень быстро. В качестве резьб, что у одного кальяна, что во второго, вот просто нареканий никаких нету. И да, я сказал, что здесь типа вкручивается в металл в верхней части шахты, но они вкручиваются труба в трубу. То есть получается, вы верхнюю часть шахты вкручиваете в нижнюю часть шахты. В этом тоже есть свой плюс. Вот я вот просто вот за это я обожаю вот такие реализации, потому что полиацеталь очень нежный. Очень нежный, то есть это надежно, но резьбы вот эти очень нежные. Пережал, не под таким наклоном ты его закрутил, и все, до свидания вашим резьбам. Поэтому
Ценники максимально сочные. Еще у чуваков на сайте у Cosa Nostra можно просто как конфигуратор конфигурировать кальян, как ты хочешь. Там добавлять любую чашку, добавлять колбу. Можешь заказать без шланга, можешь заказать без мундштука, можешь заказать чисто шахту. Где-то какую-то детальку потерял. У чуваков также это все можно, в принципе, заказать. Есть диффузоры. Хочешь, кури на диффузоре, хочешь, кури без диффузора. То есть, в принципе, эти кальяны за свои деньги очень и очень хороши. То есть, ничего такого сверх-вау, ничего они нового не придумали. Просто где-то в некоторых моментах, вот как с примером с мундштуком, просто трубу обрезали, убрали все заусенцы, отполировали, зачистили. Вот, пожалуйста, вам уже мундштук тонкий, обычный такой мундштук, он даже особо много не весит. То есть бывали у нас на палках, у меня на обзорах были мундштуки из нержавейки, они мне нравились намного больше примером. И они были по увесистее сами по себе. И чтобы выиграть этот кальян, нужно быть просто подписанным на мой канал, поставить лайкосик этому видосу, написать комментарий, почему тебе нужен именно этот кальян, почему ты хочешь кальян-палку. И все, через 2 недели подведем итоги. Обещаю, в этот раз ровно через 2 недели. Я вроде с такими основными делами разгреб все свои дела основные, но по сути можно уже в принципе больше времени уделять контенту на ютубе. Хотя какой смысл, сука, просмотров все равно нет. Ну, в общем, чтобы выиграть этот кальян, подписка, лайк, комментарий. А кальян Cosa Nostra Карла мы разыграем в моем инстаграме. Вот прям вот вы видите этот ролик на ютубе, значит в инстаграме уже проходит розыгрыш. И одновременно в один день и в инстаграме, и на ютубе у меня будут итоги розыгрыша этих 2 кальянов. Поэтому условия на этот кальян будут в инстаграме, условия на этот кальян вы уже знаете. Поэтому, чуваки, спасибо, что досмотрели этот видос до конца. У нас на обзоре был кальян Joy, кальян Карла от производителя Cosa Nostra, родом из Новочебоксарска. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Поэтому, кальянный блог по башке, меня зовут Дмитрий. До скорых встреч. Па!